В Москве еще не знают, о чем договорились в Берлине, но уже не согласны заранее. Заявление Лаврова и Пескова. Кремль против рождественского перемирия. Почему? Финансовый Гаагский трибунал. Создали спецкомиссию по компенсации ущерба, нанесенного России Украине. Ты заходи, если что. Лукашенко приглашает Мадуро пожить в Беларуси, когда его выгонят из Венесуэлы. Слова на вес золота. Трамп требует от BBC 10 миллиардов за монтаж выступления в день захвата Конгресса. Не устояла. В Бразилии снесло ветром копию статуи свободы. Здравствуйте. Мы собрали только самое важное. Подпишитесь, чтобы знать все о событиях, которые меняют нашу жизнь. Это «Один день». Я Андрей Данилевич. Мирные переговоры по Украине перешли в наиболее активную фазу за все время войны, пишет The Guardian. США, Украина и европейские союзники пытаются зафиксировать основу возможного соглашения, которое должно остановить боевые действия и определить параметры послевоенной безопасности в Европе. Центром дипломатических усилий стали консультации в Берлине, где американская и украинская делегации вели переговоры в течение 2 дней. Вашингтон продвигает модель гарантий безопасности для Украины, близкую по логике к статье 5 НАТО, но без формального членства. Речь идет о долгосрочной военной поддержке и координации с союзниками. При этом США подчеркивают, что размещение своих войск в Украине не рассматривается. На фоне заметно позитивных комментариев из Вашингтона, как от участников переговоров, так и от Дональда Трампа, который говорил о колоссальной поддержке со стороны Европы, в европейских столицах считают, давление теперь смещается на Москву. Даже если Кремль вновь ответит отказом, ответственность за срыв договоренностей вряд ли удастся переложить на Европу или Украину, что особенно важно в непростых отношениях с США, отмечают журналисты издания. Москва заявила, что внимательно отслеживает итоги переговоров в Берлине, однако официальной реакции на их результаты пока не дала. В Кремле подчеркивают, что любые договоренности возможны только с учетом российских условий, включая вопросы безопасности и территорий, и настаивают. Ключевые решения могут приниматься лишь в прямом диалоге с США, а не на многосторонних европейских площадках. Есть переговорный процесс. Наша позиция ясна. Устраните первопричины. Первопричинами являются угрозы Российской Федерации, которые создавались путем продвижения НАТО на восток прямо на наши границы и втягивания туда Украины, и отказ обсуждать наши предложения о коллективных встречных мерах безопасности, и угрозой является уничтожение всего русского на тех землях, которые столетиями были землями русского народа, русской культуры, русской истории и оказались волею исторической, в общем-то, случайности в известной степени в составе Украины. И когда те, кто пришли к власти в результате госпереворота, объявили этих людей нелюдями, объявили, что они будут ликвидировать статус русского языка, направили боевиков штурмовать в 2014 году, в феврале, здание парламента Крыма и поклялись истреблять все русское, когда тот же Зеленский, став президентом, посоветовал всем, кто живет на Украине, ощущает себя причастным к русской культуре, проваливать в Россию, это же все накапливалось 10 лет практически. И когда мы всех предупреждали о том, что эти первопричины взорвутся, нас никто не слушал. Поэтому сейчас нужно удалить эти первопричины. Хорошо, что американцы это поняли. Они четко сказали, что никакого НАТО быть не может. И они четко сказали, что те земли, где столетиями жили русские, должны снова стать русскими, российскими. И что русский язык, русская культура, права канонической украинской православной церкви должны быть восстановлены. Это также, знаете, вот Европа похожа на врача-двоечника, который не хочет понять, с какой болезнью ты к нему пришел, а дает тебе просто таблетку какую-то или микстуру, чтобы тебе на 5 минут стало чуть-чуть полегче. А диагноз эти врачи европейские не ставят. А вот американцы пытаются разобраться.
Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне заявил, что мирные переговоры по Украине следует продолжить и начать их с так называемого рождественского перемирия, как гуманитарного шага, который мог бы снизить уровень насилия и создать минимальное доверие между сторонами. По его словам, временное прекращение огня в период религиозных праздников могло бы стать первым тестом на готовность к более широким договоренностям. Однако эта идея сразу сталкивается с принципиальным расхождением в календаре. Украина официально перешла на празднование Рождества 25 декабря по Григорианскому календарю, тогда как Россия и Русская Православная Церковь придерживаются юлианского календаря и отмечают Рождество 7 января. Для Москвы это не просто техническая деталь, а вопрос символики и идеологии. Российские власти традиционно подчеркивают отдельную цивилизационную идентичность, противопоставляя себя Украине и Западу. Сейчас речь идет о том, выходим мы на, как говорит президент Трамп, на сделку или не выходим. Наша позиция хорошо известна, она последовательна, она прозрачна, и она понятна американцам. И в целом она понятна и украинцам, мы в этом убеждены. Если присутствует у украинцев и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными, нежизнеспособными решениями, но мы вряд ли готовы в этом участвовать. Поэтому мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать, скажем так, передышку Украине и подготовиться к продолжению войны. Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее. Вот что мы хотим. Мы пока видели газетные публикации, реагировать на газетные публикации мы не будем. Каких-либо текстов пока не видели. Когда увидим, тогда будем уже анализировать. Урсула фон дер Ляйен назвала берлинские переговоры реальным шагом к завершению войны, подчеркнув ключевую роль согласованной позиции Украины, Европы и США. Ее заявление стало ответом на сообщение о давлении Вашингтона на Киев по территориальному вопросу в рамках мирных консультаций. Глава Еврокомиссии ясно дала понять, любые решения о территориях – исключительная компетенция Украины и не могут быть навязаны извне. Одна из самых сильных долгосрочных гарантий и одновременно самая очевидная – это путь Украины в Европейский Союз. Эти гарантии безопасности должны опираться на твердые принципы. Мы будем уважать решения, которые Украина принимает для себя сама. Решения по территориальным вопросам принимает Украина, и только Украина. Точно так же вопросы, касающиеся Европейского Союза и НАТО, будут обсуждаться между членами Европейского Союза и НАТО. Коротко, ничего об Украине без Украины, ничего о Европейском Союзе без Европейского Союза, ничего о НАТО без НАТО. Мы предложили покрыть 2/3 финансовых потребностей Украины на ближайшие 2 года, около 90 миллиардов евро. Поэтому обсуждение на этой неделе на заседании Европейского совета будет решающим. Мы понимаем, что никогда не сможем сравниться с жертвой, которую приносит украинский народ, но мы будем поддерживать его борьбу за выживание столько, сколько потребуется, за свою страну, свою территорию и право жить без страха. 34 года назад, в этом месяце, украинцы подавляющим большинством проголосовали за независимость от России. Они сказали «да» тому, чтобы Украина была Украиной. Этот выбор остается неизменным. Украинцы каждый день мужественно защищают его на поле боя. Они заслуживают мира, достойного их мужества. В Гааге европейские лидеры вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским запускают международную комиссию по искам, механизм, который должен зафиксировать и в перспективе обеспечить компенсацию Украине за ущерб на сотни миллиардов долларов, нанесенный российской агрессией. Комиссию создают при поддержке Совета Европы и более чем 50 государств. В ее основу ляжет реестр ущерба, куда уже подано свыше 80 тысяч заявлений от частных лиц, организаций и государственных структур. Речь идет о
разрушенных домах, инфраструктуре, депортации детей, сексуальном насилии и уничтожении религиозных объектов. Проект реализуется на фоне поддерживаемых США мирных консультаций, что создает дополнительное напряжение. Обсуждение возможной амнистии в рамках будущего соглашения может осложнить планы Европы по привлечению к ответственности и выплате компенсаций жертвам войны. Приехав в Нидерланды для проведения международных консультаций по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины, президент Владимир Зеленский выступил с обращением к парламентариям страны в Гааге. И когда оружие умолкнет, когда дроны перестанут убивать, право все равно должно говорить. Причины российской агрессии должны быть возвращены России, и не может быть так, чтобы военные преступники свободно путешествовали по Европе или по миру, словно туристы. Не может быть так, чтобы те, кто убивает, внезапно считались уважаемыми партнерами. Именно поэтому санкции имеют значение. Именно поэтому существуют конвенции и механизмы международного правосудия, и они должны работать вместе с дипломатией, оборонной поддержкой Украины и поддержкой нашей устойчивости. Я прошу вас продолжать поддерживать усилия по обеспечению юридической ответственности агрессора. Как бы трудно это ни было и сколько бы времени это ни заняло, российские военные преступники должны быть привлечены к ответственности. А российское государство должно нести ответственность за преступление агрессии. Россия вторглась в наш дом. Она разрушает наши города и села, убивает украинцев, наших детей. И одновременно требует, чтобы мы отказались от частей нашей земли, которые она даже не смогла завоевать. Россия держит на нашей территории почти миллионную оккупационную армию и при этом требует, чтобы Украина согласилась на ограничение своего права вступать в союзы и на ограничение своего суверенитета. Недостаточно просто заставить Россию пойти на сделку. Недостаточно заставить ее прекратить убийство. Мы должны заставить Россию признать, что в мире существуют правила и что она не может обмануть всех. Это путь к устойчивому миру. Один день – это не просто новости, это жизнь вокруг нас. Поддержите подпиской и спонсорством тех, кто говорит о главном. Александр Лукашенко заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Беларусь, если пожелает. Однако подчеркнул, что вопрос о его переезде никогда не обсуждался. В интервью американскому телеканалу Newsmax белорусский лидер назвал Мадуро жестким и сильным политиком, который, по его словам, не из тех, кто уходит или бежит. Лукашенко также продемонстрировал обострение отношений между США и Венесуэлой, призвал Вашингтон искать компромисс и отказаться от силового сценария. Он выразил сомнения в заявлениях Дональда Трампа о масштабном потоке запрещенных веществ из Венесуэлы в США и подчеркнул, что не верит в эти обвинения. Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи. Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек. Это чавист. Это как Чавес. Он крепкий мужик. Порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться. Я вижу интерес Соединенных Штатов Америки к Венесуэле. Понимаю Трампа во многом, потому что Венесуэла рядом, как Украина рядом с Россией. Поэтому там есть интерес по многим вопросам. Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем. Что сделали европейцы? Они взяли, закрыли границу, они ввели против нас санкции. Скажите, пожалуйста, уважаемая Грета, если вам петлю на шею набросили и подвесили, вы что, защищали бы тех, кто вас решил казнить? Я что, в этой ситуации должен защищать Европу? Зачем? Они меня душат, а я должен их защищать от наркотиков. Точно так и вы. Вы не должны Венесуэлу душить.
Вы должны найти этот компромисс. Надо думать, а не воевать. И я, Грета, не верю. Я не верю в то, что вот такой объем наркотиков, который идет в Соединенные Штаты Америки, он идет с Венесуэлы. Я не верю в то, что говорит Трамп по этому вопросу. Мадуро не наркоман, это я знаю точно. Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете против британской телерадиокорпорации BBC. Поводом стали смонтированные фрагменты его выступления, которые, по утверждению Трампа, создавали ложное впечатление, будто он призывал своих сторонников к штурму Капитолия. В иске, поданном в Федеральный суд в Майами, говорится, что извинения BBC не сопровождались ни реальным признанием вины, ни изменениями в редакционной политике. Трамп требует компенсацию в размере до $10 миллиардов. В самой BBC признали ошибку монтажа, но заявили, что не видят юридических оснований для судебного разбирательства. Совсем скоро вы увидите, что я подаю в суд на BBC за то, что они буквально вложили слова мне в рот. Они приписали мне то, чего я никогда не говорил. Думаю, они использовали ИИ или что-то подобное. Мы подадим этот иск. Многие спрашивают, когда вы подадите этот иск? Даже СМИ не могут в это поверить. Они приписали мне ужасные слова, связанные с 6 января, которых я не произносил. А те красивые слова, которые я говорил о патриотизме и обо всем хорошем, они не показали. Зато вставили ужасные формулировки. Они сделали так, будто я произнес слова, которых никогда не говорил. И их поймали на этом, потому что, как я понимаю, кто-то в BBC сказал, это настолько плохо, что об этом нужно сообщить. Это называется фейковые новости. Так что мы, вероятно, подадим иск сегодня днем или завтра утром. В Бразилии из-за сильного ветра упала копия статуи свободы. Инцидент произошел в муниципалитете Гуаиба в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Общая высота памятника составляла 35 метров, обрушившаяся часть достигала 24 метров. К счастью, никто не пострадал. Мы продолжаем следить за главными событиями. Поддержите подпиской «Один день», и мы расскажем о следующем.